Людей сегодня много. Я приехала не так поздно, как обычно приезжаю. И, может быть, мы с вами сегодня даже что-то интересненькое найдем. Я не эксперт, не коллекционер, не аукционист. Поэтому особых знаний от меня не требуйте. Светильники с... Не знаю, кто это. Ангелочки с абажурами. Симпатично выглядит. И один светильник похожий на латунь со стеклянным плафоном. Кстати, маленькое вам наблюдение для тех, кто думает, что тут можно найти сокровища, лежащие вот так на открытом доступе. Я хочу вас разочаровать, друзья мои. Самое интересное находится у продавцов где-то в закромах. Так, конечно, можно что-то найти, но не настолько коллекционной ценности. Еще одна интересная лавка, где я частенько закупаюсь. И тут есть просто все. Все, что только можно придумать. И посуда, и картины, и латунные штуки, которые мы сейчас с вами пойдем смотреть. Тут целый стол с разнообразием красоты. Часы. Подсвечники. По 100 гривен. Вот интересный подсвечник, он Это электрический. маленькое, что вы держите? Вот это? И очень Да, красивый 2000 канделябр. А это 700. Это 50 гривен. Канделябры, друзья, это моя слабость. Мне кажется, будь моя воля, я бы весь дом обставила канделябрами. Так, а еще я нашла целый трон. Ну, на самом деле красивый стул. Видите, как это круто смотрится вообще издалека. Стол, который мы только что с вами разглядывали. И этот стул. Очень красиво. Так, для любителей посуды есть голландские наборчики. 3 тарелочки. Еще одна интересная вещь. Очень похожа по дизайну на Каподимонте. Но я думаю, что это не они, потому что у Каподимонте всегда есть маркировочки. Вот такие лампадки. Так, забираю вот эти 2 клипсы. Есть еще вот такие красивые. И вот такие старенькие. Наверное, года 60-е, 70-е. Пока останавливаюсь на этих. Курильница китайская из мыльного камня. Вот такая интересная интерьерная вещь. Брошечки. Посуда. Наверное, это Германия, скорее всего. Нет, Англия, друзья мои. В наборе. Кстати, в полном. Так, еще одна моя находка на сегодня — клипсы. Много красоты. Так, а ну держите. 750, сейчас еще дам. 850. Так, людей сегодня очень много, но я не теряю надежды найти нож для конвертов с латуни. Старенькие открыточки.
Пока определилась на этой. Вот такая прогулка по барахолке у нас сегодня с вами получилась. Пишите в комментариях, какие вещи вам нравятся больше всего, и, возможно, в следующий раз мы остановимся на них поподробнее и сделаем развернутые обзоры. Что ж, в этот раз я не нашла, к сожалению, нож для открытия наших распаковок из латуни, но нашла красивенные клипсы, обзор на которые я, возможно, сделаю в отдельном ролике. До скорых встреч, пока-пока!